Всем привет! Видео наше сегодня снято для Натальи из города Воронеж. Мы будем наносить декоративную штукатурку, которую можно сделать своими руками. На канале на нашем есть уже похожие видео, но все-таки мы его снимем и мы его опубликуем, потому что хоть они и похожие, но они другие, да? И человек сможет пересматривать и пересматривать видео, потому что индивидуально и мало ли что нужно будет пересмотреть. Мы наносим на темный планшет. Стены оштукатуренные, и они темные достаточно. Стены нужно будет загрунтовать. И после того, как высохнет грунтовка, а это примерно 2-4 часа, наносим кварцгрунт. Кварцгрунт у вас рассчитан на 2 слоя, и вы сейчас можете посмотреть, как он укрывает. Вот у нас темный синий планшет, и нам нужно, чтобы цвет был белый. В нашем случае покроем 2 раза, 2 слоя. Мы покроем 2 слоя, и вы тоже покройте 2 слоя, чтобы стена была белая. Просто валиком накатываем кварцгрунт. Это такой белый состав, похожий на краску, и в нем содержатся мелкие кварцевые частицы для лучшего сцепления, а также для нашего эффекта, который мы хотим достичь. Углы, там, где не достает валик, окрашиваем кистью. Все остальное просто валиком. Мы с вами сейчас нанесем 1 слой, дадим ему высохнуть. Кварцгрунт сохнет так же, как и краска, примерно часа 4. Второй слой для видео мы покрывать не будем. Покроем его, не тратя ваше время. И далее продолжим уже саму фактуру. Вот так вот нанесли 1 слой, дали высохнуть. Дальше нанесли 2 слой точно так же, как и 1, просто валиком. И продолжим наносить фактуру. Мы покрыли кварцгрунт 2 слоя. У нас получилась белая стена, шероховатая, и у нее хорошее сцепление. Выбрана штукатурка декоративная фламанка, вот такая пастообразная. Мы положили ее на крышку и можем с помощью губки сделать вот таким образом. Опять же повторяю, что у нас на канале уже есть такие видео, но в данном случае все равно оно отличается. То есть вот так на губку берем и вот так вот губочкой тампуем. Вот. И губку поворачиваем. Что мы хотим сделать? Мы хотим получить что-то типа гротто, какой-то такой вот, да, способ нанесения, с минимальным расходом, чтобы не было дорого. В данном случае штукатурка не эконом-вариант, но стоимость недорогая, потому что маленький расход. Наносим. Начинайте с оконной стены, там, где у вас маленькая площадь. На оконной стене вы познакомитесь со штукатуркой, вы поймете, как она себя ведет, насколько она эластичная, сколько она сохнет. Вот. И руку поворачиваем периодически, вот так. Где-то будет больше, где-то меньше фактура. В этом и красиво. Ну, то есть не должно быть повторяющихся участков. Они все разные. Вот так нанесли. Так, что мне нужно сказать? Мне нужно сказать, что на стене вы наносите вот эти вот участки, наносите, и возвращаетесь, приглаживаете. Мы кельмой будем приглаживать. Чуть-чуть нужно, чтобы она высохла. Если вы сбоку увидите, что штукатурка сырая, в ней прямо видна влага, нам нужно, чтобы она чуть подсохла. Мы сейчас будем ждать минут 10. А вы, в свою очередь, продолжаете нанесение дальше. И примерно через 10 минут возвращаетесь сюда, чтобы пригладить. Сейчас подождем. Немножко подсохла. Минут 10 прошло буквально. Видно, что штукатурка подсыхает. И чистой влажной кельмой приглаживаем, смотрите. Немножко держим угол вот так. Вот. И разносторонними, разнонаправленными движениями
разглаживаем фактуру. Кельму держим под углом. Сейчас штукатурка белая видна плохо, но мы ее в последующем покроем. Сейчас она подсохнет, и мы ее покроем воском колерованным, и будет видно всю красоту. Должна быть поверхность красивая, она должна вам нравиться. Все пригладили и ждем полного высыхания. Когда вы наносите на стене, вы наносите, спустя некоторое время обратно возвращаетесь, приглаживаете, потом возвращаетесь туда, где вы наносили, и продолжаете наносить губкой штукатурку, потом снова возвращаетесь, вот так и наносится декоративная штукатурка. Ждем высыхания. Высохла штукатурка, она у нас гладенькая, красивенькая, вот такая, беленькая, и мы сейчас ее покроем колерованным воском. Одновременно мы показываем и способ нанесения, и показываем цвет, как будет выглядеть. Мы покрываем. Давайте с помощью валика. Мы обычно губкой покрываем, но тут с помощью валика давайте покроем, потому что люди будут делать самостоятельно. Губкой тереть в данном случае смысла не вижу. Вот такой цвет. Серо-бежевый цвет. Теплый серый цвет. И мы с помощью валика. У вас ванночка будет. Я тут в магазине нахожусь, и с ванночками бегать у меня нет возможности. Покрываем. Раскатывая по стене. Смотрите, что такое воск. Воск — это густая субстанция такая, похожая на лак, но она более густая. И чем гуще, обратите внимание, чем гуще нанесено, тем темнее. То есть вы можете с помощью воска регулировать цвет. Можете делать темнее, а можете делать светлее. На стене нужно покрывать от начала до конца, беспрерывно. Высыхать нельзя давать. Уходить, обедать куда-то, отвлекаться на телефонные разговоры не нужно. Нужно покрыть, не оставляя переходов. То есть эффект мокрого края соблюдается тоже при покрытии воском. Если мы вот это покрыли, вот так вот, да, покрыли, ушли, потом вернулись через полчаса и продолжаем покрывать, у нас будет наслоение. То есть вот здесь уже будет как бы такой темненький цвет, да, а здесь еще вообще не тронутый. И будет наслоение, будет видна полоса. Нам полоса не нужна. Поэтому покрываем, не отходя. А лучше это делать вдвоем. Один человек покрывает, а второй человек следом делает вот что. С помощью кельмы, например, вот такой, или какого-то резинового шпателя, с верхушечек убираем вот так излишки сверху. То есть у нас воск остается в углублении, вот в этих кратерах, более густой и более яркий. Смотрим, где нужно добавить, добавляем. Например, здесь густо, да, хотите убрать, раскатали посильнее, и он у вас будет более равномерно. Смотрите, все можно корректировать в процессе нанесения, пока не высохло. Вот такую предлагаю сделать декоративную штукатурку своими руками нашим клиентам. Вот так. Это уже защищенная поверхность. Ее не нужно покрывать какими-то лаками. Она уже защищена. Все. Можем еще раскатать. Вот пока он сырой, вы можете его поправлять. А когда высохнет, то все.
хана. Высохнет все, хана. Только затемнить или полностью перекрасить. Ну вот как-то так. Предлагаю такой вариант. Ну и жду ответа от наших клиентов. Нравится, не нравится. Оставляем так или делаем темнее. В данном случае, когда мы наносим образцы, мы ждем согласования. Нравится цвет? Значит, колируем, пакуем, отправляем. Или, если цвет хочется затемнить, то значит мы его будем затемнять. Или посветлее сделать, значит будем делать посветлее. Я надеюсь, что понравилось. Всем, кто был с нами, спасибо. И ставьте лайк, и подписывайтесь на наш канал. Также приобретайте у нас декоративные штукатурки. У нас они в наличии, по доступным ценам. И мы оформляем доставку в любой регион. Всем пока!